Кстати, а что если поспать? Знал ли ты, что сны имеют реальную силу? Ты еще можешь все исправить. Но для этого тебе нужно прекратить убегать. Пора делать выбор. Чё за нахрен сейчас было? Вот и сказочки конец, а кто все еще смотрит, молодец! Внимание, внимание, начинается самое интересное. Меня посадили в тюрьму, из которой невозможно выбраться, потому что якобы я убил короля Пропии. Пропия — это королевство, и у этого королевства есть вот этот король. Но главное это то, что я никого не убивал. Выпустите меня, пожалуйста. Сейчас все расскажу поподробнее, а вообще, всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка, добро пожаловать в Голос Времени. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в Голос Времени, в котором, да, меня делают виноватого. И да, за то, что якобы я убил короля. Того самого короля, с которым мы вместе вышли на охоту, дабы убить огромного неубитого медведя. Он буквально так называется, неубитый медведь. Короче, история такая, медведя мы нашли, атаковали, меня вырубило, и я появился в своем все еще непонятном сне под названием Междумирье. И главное то, что когда я вернулся обратно, ни короля, ни медведя уже не было, а я вообще появился в королевских покоях. Какого черта? Не, изначально мы подумали, что вау, нас спас король, какой крутой. Но нет, в предыдущей серии снова какие-то галлюцинации, и также мне говорят, что король не вернулся в королевство, а я единственный, кто был рядом с ним с момента его исчезновения. Угу. Я, оказывается, смачную порцию говна поел. Всю эту историю можно описать одним большим словом. Подстава. Да, меня подставили, и вот таким вот образом я появился в тюрьме. Окей. Что делать-то? Не, вообще у меня идея появилась еще в предыдущей серии. По идее, раз уж я засыпаю и просыпаюсь в Междумирье, надо этим воспользоваться, да? Так, окей, получиться-то получилось. Это было более чем очевидно, но... А что мне делать-то? Hello? А, возможно, надо просто выйти. Еще раз здравствуйте. Кто-нибудь есть? Давай, незнакомец в шляпе, ну свяжись со мной. Что? Какого черта? Тебя же только что здесь не было. Слушай, давай сразу. Прости, что вчера ушел и так и не вернулся. Я, конечно, подозревал, что ты не просто плод моего воображения, и даже пытался готовить себя к такому откровению, но... видимо, не особо успешно. И я прекрасно понимаю, что тебе пришлось пройти через некоторые трудности из-за меня, но и ты меня пойми. Ты не особо разговорчивый. А ведь это, кстати, правда. Сколько я ему слов сказал? Штук 10? 20? Вот именно. Как с таким раскладом я должен был догадаться, что ты не какая-то галлюцинация. И слушай, раз уж мы с тобой прояснили все эти моменты, то... у меня к тебе теперь очень много вопросов. Скажи, я же правильно понимаю, что ты совсем не представляешь, где сейчас находишься, да? Кстати... То есть, погоди, я могу ответить! Я сам могу ответить наконец-то, да! Да, я не понимаю. Угу, я так и понял. Значит, человек, я предлагаю тебе такое сотрудничество. Я рассказываю тебе немного про это место, помогаю пробраться в город, а ты взамен рассказываешь мне всю свою историю. Согласен? Серьезно? Ну да, в целом я согласен, потому что для меня моя история, она вроде бы не такая ценная, да? Скажи, какая тебе выгода от моей истории, а? Какой хороший вопрос! А ведь и правда, зачем? Так, я хочу за свою историю больше, чем просто экскурсию. Я могу справиться и без чокнутого старика, который принял меня за галлюцинацию. Ну, это такое, я думаю, то, что это филлер, в итоге сведется либо к этому, либо к этому. Давай спросим, зачем тебе моя история? О, об этом не переживай. Просто поверь мне, мой к тебе интерес — это не просто прихоть скучающего старика. И кроме того... без моей помощи у тебя не очень-то много шансов попасть в Паэну. А выбраться из Междумирья самостоятельно просто невозможно. Если ты, конечно, не волшебник. Скажи, ты волшебник? Нет. А может быть и да? Может быть, я не догадываюсь? Так, погоди, еще раз. Немного-то шансов попасть в Паэну. Паэна — это, по идее, город, в который мы почти зашли, но нас остановили вот эти два бугая. Но скорее меня больше зацепила вот эта фраза. Выбраться из Междумирья? Он же не знает то, что я это сам делаю, кстати. Или погоди... Нет! А что, если все то, что я проживаю в том мире... это и есть Междумирье. Вспоминаем самую первую серию. Голос в голове сказал, что нет, так не пойдет, и в итоге запуливает меня в этот мир.
Ну, то есть не вот в этот мир, а вот в этот мир. А теперь вспомним предыдущую серию, позапредыдущую, позапозапредыдущую. Каждый раз все произносят слово «нежить». А какие галлюцинации мы постоянно встречаем? Правильно, та самая нежить. Вот она нежить, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Короче, ее очень много, и реально всегда кто-то в образе зомби. Следовательно, есть одна большая догадка о том, что на самом деле я не нахожусь там. Я всегда здесь. В этом мире. Ну, ладно, что загадывать-то? Я не волшебник, нет? О, ну вот, видишь? Получается, я твоя единственная надежда. Согласен? Хорошо, я согласен. Мне не нравится вся эта мистификация происходящего. Я откажусь. Серьезно, вот есть такой вариант? Конечно, я согласен. О, вот и чудно. И чтобы не быть голословным, начну-ка я, пожалуй, со своей части обещания. Меня зовут Эо. Что? Эо? Вау. О, какое необычное имя. Офигеть. Хотя, знаете, это больше похоже на какую-то тройку. О, а давайте попробуем ввести. Тройка, Z и Э. Ну-ка. Так, это у нас... это Э. Да-да, больше похоже на Э. Хорошо, Эо. Привет. Приятно познакомиться. Да-да-да, взаимно. А вот место, в котором ты оказался, называется Междумирье. И раз ты смог сюда попасть, значит ты мироходец, да? Я не знаю, правда, осознанный ты или нет, но... Междумирье — это не метафора и не красивое название. Это в прямом смысле пространство между мирами. Запомни это. И если ты получил хоть какое-то мироходическое образование, ты точно знаешь, что никто не может существовать в этом пространстве. Междумирье — это бесконечная, бескрайняя пустота. И только мы, мироходцы, можем проскакивать через эту пустоту. Но никогда не задерживайся в этой пустоте, понял? Никогда. Ха. Ну, кроме как вот, наверное, на этом малюсеньком клочке. Что? Вот этом клочке? А, я понял! В плане вот в этом месте, где мы сейчас находимся, в этом, скажем так, мире. Верно, верно. Я не знаю, как назвать это место, но, скажем так, это не совсем пространство. Как ты знаешь, все существующие расы в нормальной ситуации живут, в трехмерном мире. У них четвертым измерением является не пространство, нет, не материальная среда, время. У них четвертым измерением является время. И вот знаешь, поговаривают, что реальность здесь, как раз так же, как и другие миры, сделана из времени, благодаря чему в этой части пустоты мы как раз и можем находиться. Представь, как если бы время стало осязаемым, его можно было потрогать, оно бы сгустилось в каплю и бам! Образовало этот мир. Между мир. Обалдеть. Получается, мы в маленькой капле, скажем так, осязаемого пространства, которое находится в пустоте и которое находится между настоящими мирами. Да не заводись ты, это все ерунда. Ты этим разговором, главное, не верь. Лучше уж реально признать, что ни черта не понимаешь, что происходит и где ты находишься, чем нести весь этот лженаучный бред про материальное время. Короче, мы поняли то, что перед нами мироходец. Обалдеть. Я впервые встретил такого же, как и я. Того, кто выглядит как человек. Но заметьте, без чужой помощи выбраться из Междумирья нельзя. Он сам так сказал. Получается, все так же сходится с моей теорией, что то, что я ложусь спать и вижу кучу галлюцинаций, это все то же самое Междумирье. Вот так вот. Погоди, а у тебя то же самое? Ты тоже видишь эти галлюцинации, а? Обязательно имей в виду, вся эта городская легенда, которую я тебе только что рассказал, здесь в большом-большом почете. Время ценится мироходцами, и к нему тут относятся с особым уважением. Ха, ну оно и понятно. Даже в Междумире время остается стабильным, в отличие от пространства. Ну, стоп, ты куда? Кстати, а ты знаешь про ОМП? ОМП – орган межпространственного перемещения, или как здесь его называют, искра. Стоп, я этого слова не слышал уже 2 сезона. Охренеть. Эта искра позволяет нам, мироходцам, перемещаться между мирами произвольно, без чьей-то помощи и порталов. Но, да, как ты уже понял, только не здесь. Даже обладая этим органом, никто не может проникнуть сюда самостоятельно. Это, скажем так, ограничение нашей способности. Междумирье не отдельный мир. Единственный вариант, как можно тут оказаться, через магический портал. Есть, конечно, еще один способ, но нет, им предпочитают не пользоваться. Естественно, как ты уже понял, в месте, куда не могут попасть никакие существа, кроме мироходцев, поселились самые отъявленные. В общем-то, мироходцы. И чтобы жители Паэна не уничтожили друг друга за пару часов,
В ней существуют очень строгие правила, которые соблюдаются всеми. Например, абсолютно все в Междумире носят отличительные знаки своих гильдий. Правом выхода за пределы города обладают только контрабандисты, а остальным гильдиям категорически запрещено покидать Паэну. Это тебе тоже стоит запомнить. Эти правила соблюдаются очень и очень строго. Хоть мы и можем жить здесь по какой-то непонятной причине, Междумирье все еще очень опасное место. Наказание за любую ошибку может быть страшнее, чем сама смерть. Теперь-то ты понимаешь, почему никто не поверил, что ты человек? Да, по всем правилам и законам, природным и социальным, ты просто не мог здесь оказаться. Ну, вроде да. На этом, пожалуй, все. По крайней мере, да, на данный момент. Сейчас нам надо сосредоточиться на текущих проблемах. Ашра смелая и бойкая девица. И это я веду к тому, что если я не помогу тебе легализоваться в ближайшие пару дней, она отправится к главе своей гильдии с рапортом. Такая ирония, конечно. Самые отъявленные криминалы живут по законам и не смеют их нарушать. Да, как говорил один мой случайный знакомый, вселенная стремится к порядку. И чтобы Паэна приняла тебя, тебе понадобится вступить в одну из гильдий. Это тебе тоже стоит запомнить. Обычно новую кровь приводит кто-то из завсегдатаев в гильдии, но с тобой явно приключилась какая-то... другая история. Придется действовать хитрее. Знаешь, с моим поручительством ты бы мог подмазаться даже к Шраму. Тебе же явно захочется выбираться иногда за пределы Паэны, раз ты... обосновался вот здесь. Однако, если что-то пойдет не так, помни, потребуется какая-нибудь взятка. Я так понимаю, денег местных у тебя, вероятно, нет, да? Поэтому знай, будем брать его натуральным продуктом. Ты, наверное, заметил, что тут совсем не холодно, да? Но почему-то все контрабандисты таскаются в мехах. Якобы это их фишка. Они натягивают на себя все, что сумели сами раздобыть. Я уверен, что если бы кто-то смог одолеть хотя бы одну герл-скаута, до конца бы дней таскался в ее беретике. Стоп, что ты сейчас сказал? Герл-скаута? Стоп, 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 стоп! Ребята, вспоминаем, по-моему, 3-ю серию. Или 4-ю, я уже не помню. Там сказали как раз-таки про что-то герл-скаутов. Какого черта? Но это же было в другом мире! Так, получается, все-таки что-то из того мира есть и в этом. Хотя нет, это опять же подтверждает мою теорию, то что все то иллюзия самая большая. То есть, когда мы ложимся на кровать, когда мы отрубаемся, мы появляемся там, но на деле же спим здесь. Да-да-да-да-да, пока что это дурацкая теория, ни к чему не привязанная, но давайте будем честны, где нам, скажем так, реалистичнее? В мире, где говорящие драконы, метеориты, камни с неба, королевства, принцессы, пропадающие короли и многое другое? Или же все-таки вот это место, в котором мне реально все объясняют как по полочкам, и это все звучит натурально. Самое главное, что еще связывает мои миры, это статуи. То есть они есть и там, и здесь. Так, окей, герл-скауты, это, конечно, прикольно, продолжай. Ой, блин, я же даже не уверен, что ты прямо до конца понимаешь, о чем я говорю. Ну ладно, это опустим, освоишься еще. Сейчас же для тебя самое главное раздобыть такой трофей для Шрама, чтобы он согласился тебя оставить и принять в гильдию. Не переживай, я уверен, у тебя все легко получится. Ты столько времени выживал в этой пещере, и, напомню, даже умудрился спасти Ашру. А ты точно не галлюцинация? Ладно, ладно. Если я начну сомневаться в реальности Ашеры и ее группы, то довольно быстро приду к выводу, что и меня самого не существует. Короче, я предлагаю тебе заняться поиском Чупакабры. Эту тварь довольно трудно найти, не говоря уже о том, чтобы убить. Шрам уже много лет мечтает примерить на себя одежды из ее трупа. А потом они еще и спрашивают, почему это я не хочу к ним присоединяться. Мерзость какая. Ну вот, собственно, и все. Это весь план. Я на полном серьезе. Я приду к тебе завтра. Надеюсь, к этому моменту ты раздобудешь шкуру Чупакабра. Адьос. Окей. Спасибо за ответы, чувак. Это было реально круто! Как же много нам всего раскрыли! Но, опять же, нам ничего не раскрыли про вот это! Да-да-да, мы знаем то, что это не мироходец. Это междумирец, а это многого стоит. Напомню, междумирцев можно считать самим божеством, потому что изначально, когда ничего не существовало, вот просто представьте, ничего. И самое первое в этом ничего зародилось как междумирец. Ну, по крайней мере, так нам известна эта история. Может быть, конечно, что-то еще было. И сами междумирцы начали создавать всю вселенную. То есть то место, где я нахожусь, вполне вероятно создано даже вот этим междумирцем. Кстати. Так, все, ответы мы еще успеем получить. Самое важное — это шкура Чупакабры. Шкура? И тут реально прям сюжетный предмет. Так, хорошо, а Чупакабру я должен убить здесь. Но я ни разу ее не видел. Ладно, где ты спавнишься? Я же точно это должен сделать здесь, да? О боже, я ни хрена не вижу, дайте мне хотя бы фонарь.
Да-да, вот так получше. Ой, какой опасный мир. А если я здесь умираю, то что-нибудь со мной происходит в итоге или нет? Тихо. Молнию прочь. О, подсвечивающиеся паучки. Это, конечно, прикольно. Сколько вы мне сносите? Ни хрена себе! Тихо-тихо, чил, бро, чил. Половину хп. Ты вообще пошел в задницу. Ладно, окей, это будет болезненное путешествие. Что за... Что за... Что за... Что за на... Фу, ладно, я успокоился. Это было просто неожиданно. Так, и да, мне дали шкуру чупакабры. Незнакомец! Незнакомец! Блин, а о чем мне его ждать или... Что мне делать-то? Может быть, он здесь? Незнакомец? Слушайте, почему я называю его незнакомцем? Это Эо. Надо привыкать. Эо! 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 Увы, но Эо здесь нет. И знаете, пока я бегаю по этой пещере, я вот что задумался. А чья это вообще пещера, кстати? Здесь же кто-то это все построил, здесь же кто-то жил, здесь же кто-то это все понавесил. Ну ладно. Видимо, тот, кто здесь жил, уже давно пропал. Кстати, а что если поспать? Знал ли ты, что сны имеют реальную силу? Вот ты сейчас спал, а теперь проснулся. Что ты чувствуешь? Это галлюцинация? А может, ты галлюцинация? Ты приходишь в это королевство, говоришь, что всех спасешь, а в итоге из-за тебя погибает король. Ты строишь из себя бравого рыцаря и пытаешься сбежать от своих поступков во сны. Тебе нужно определиться, жесть, какой какая жизнью ты хочешь жесть, жить, какая какую жесть. реальность ты выберешь. Ты еще можешь все исправить, но для этого тебе нужно прекратить убегать. Пора делать выбор. Чё за нахрен сейчас было? Блин, но подожди, если я тут один в клетке, то... Это же я, получается. Вопросы, минимум ответов, а теперь еще и выбор. То есть, погоди, мне он говорит, пора делать выбор. Либо, я так понимаю, между этим миром, либо тем. Ребят, а вот давайте реально на чистоту. Вы бы какой мир выбрали? Вот просто со всей той информацией, которая есть сейчас, что бы вы выбрали? В любом случае, мы засыпаем обратно. И пора бы, наверное, обратиться к нашей статуе бога времени Бой. Не так часто я около тебя бываю. Что у тебя? Вася Башар. С вероятностью в 1%. Стоп, я что-то слышал? Я что-то слышал, боже! Что-то очень страшное. Ладно, вроде бы пока... Не показалось. Да, боже, какие звуки! Ладно, я не обращаю на вас внимания. Короче, Вася Башар — это оглушение мобов, но... Вот что я нашел реально крутое. Мастерство стрельбы. Увеличивает скорость натяжения тетивы пропорционально уровню перка. Минимальный уровень боя 25. У меня сейчас 15. Стоп, а это что за стрелочка? Что? Что? У боя есть еще больше навыков? Я реально эти стрелочки просто так сейчас заметил. Так, окей, что тут? О, 25 уровень. Позволяет шансом в 1% за уровень полностью проигнорировать полученный от моба урон. Да, это круто! Но натягивание тетивы — это тоже круто. Короче, нужен 25 уровень. Пойдем проверим, как быстро я прокачиваюсь здесь, в этом мире. Давайте посчитаем. Раз, два, три, 4, 11, 12, 13. 13 делений. Убиваем этого локуса. И получаем практически заполненное 13 деление. Маловато, если честно. Вот я, например, паука 3 раза ударил, и оно все еще не заполнилось. Обалдеть. О, что это? Инфицированный крипер, фрагмент шарма. Да ладно! Инфицированный крипер не сможет увидеть вас с этим. Я хочу это. Я по-любому это хочу. Надо по-любому поубивать еще больше криперов. Эй, криперы! Идите сюда! Кожа и нитки у меня уже есть, поэтому без проблем создадим. О, черт. Да, боже, как их убить-то? Ё-моё, а вы еще кто такие? Чертовы наблюдатели. Кыш. Так, я, по-моему, сейчас умру. Тотем! Охренеть, я просрал тотем. Вот это я молодец. Так, а у меня немного другой вопрос. А я восстановить-то его могу? Нет, я не могу этого сделать. Это жесть. И тотемов у меня, дайте угадаю, больше нет. Да. Зато есть шлем, кстати. Надо бы его надеть. О, хорошо. Все ненужное убрать. Здесь тоже работает система с весом. Забрать побольше фонарей. И постепенно на этом заканчивать. Мы сейчас ждем того самого Эо, незнакомца. Именно он проведет нас к некому шраму и к другим людям, которые, как я понял, тоже все мироходцы. Обалдеть, вот это сборище. Надеюсь, нас пустят в город. А чтобы не пропустить это вместе со мной, пожалуйста, не забывайте подписываться. Говорю это в самом конце, потому что мне нужна активная аудитория. И только самая активная аудитория досматривает до конца. Надеюсь, вы поняли намек, и надеюсь, то, что вы не пропустите мимо ушей.
ушей. Спасибо большое за поддержку, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Шкура Чупакабры. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.